Когда в сети начали появляться громкие заголовки о том, что Илон Маск якобы испытывает новый истребитель, нарушающий законы физики, многие восприняли это как сенсацию. Но за броскими словами скрывается не фантастика, а реальные разработки, которые по своим возможностям действительно могут показаться выходящими за рамки привычного. Маск уже много лет использует самые передовые технологии SpaceX, чтобы менять правила игры в космосе, и теперь он подошел к той черте, где воздушные путешествия начинают выглядеть так же революционно, как первые многоразовые ракеты. На фоне этого появляются слухи, сравнения с военной техникой и разговоры о неизведанных скоростях, будто мы стоим на пороге новой эры авиации. Эти преувеличения понятны, когда речь идет о машинах, которые могут преодолевать огромные расстояния быстрее, чем человек успеет выпить чашку кофе, сама идея кажется почти нереальной. Но если разобрать детали, становится очевидно, никакой мистики нет. Есть инженерные решения, доведенные до предела, есть материалы, которые выдерживают такие нагрузки, что раньше считались невозможными для серийного использования, и есть попытка объединить все это в одном воздушном судне. Именно так в фокус выходит Starjet, гиперзвуковой лайнер, который и стал причиной всей шумихи. Маск в очередной раз пытается двигать индустрию туда, куда она боится идти сама. И если космические аппараты уже стали для него чем-то привычным, то применение подобных технологий в авиации выглядит как шаг, который способен поменять представление о полетах в целом. Когда машина разгоняется до скоростей, при которых воздух буквально меняет свое поведение, становится ясно, почему вокруг проекта столько разговоров. Но чтобы понять, действительно ли Starjet способен на то, что ему приписывают, нужно сначала увидеть, как он устроен, и чем отличается от всего, что поднималось в воздух раньше. И вот здесь открываются детали, которые уже не выглядят как фантазия. Они скорее напоминают начало истории, где привычные границы начинают растворяться, а инженерия выходит на новый уровень, скрывающий куда больше, чем кажется на первый взгляд. Порой именно в таких нюансах и появляется ключ к тому, что многие называют невозможным, хотя это лишь верхушка куда более глубоких процессов. И именно эти процессы приводят нас к первой настоящей точке отсчета. Когда Илон Маск объявил о разработке сверхбыстрого космического лайнера Starjet в середине 2024 года, авиационный мир мгновенно оживился. Описание машины прозвучало как вызов привычным стандартам. Лайнер, который может развивать скорость выше 5 махов и при этом оставаться достаточно надежным и комфортным для того, чтобы перевозить людей. Маск использовал опыт, накопленный SpaceX в запуске и посадке ракет, и перенес часть этих технологий в проект, который должен соединить космическую инженерную философию с традиционной авиацией. Starjet не позиционируется как военный самолет и уж точно не как истребитель, хотя многие журналисты пытаются представить его именно в таком виде. Его замысел куда спокойнее и куда масштабнее – изменить способ, которым мир перемещается по планете. Машина должна выполнять длительные маршруты значительно быстрее, чем привычные реактивные авиалайнеры. Когда самолет начинает преодолевать звуковой барьер в разы быстрее, становится очевидно, что время перестает быть прежним ограничителем. Но для того, чтобы выйти на такие скорости, Starjet должен быть построен почти как космический корабль. Его конструкция, аэродинамический профиль, двигатели – все в нем напоминает о философии полета, которую Маск уже много лет отрабатывает на орбитальных миссиях. Он рассматривает саму идею перемещения иначе, не как преодоление расстояния, а как искусство оптимизации каждой секунды. Именно это и привело к появлению проекта, который многие считают одним из самых амбициозных в современной авиации. Инженеры SpaceX сделали ставку на предельную эффективность, где каждый элемент конструкции имеет значение. Это позволяет Starjet не просто лететь быстро, а делать это без привычных ограничений. Фактически это и стало тем фактором, который породил разговоры о том, что машина будто бы выходит за рамки привычной физики, хотя на деле она лишь максимально эффективно использует известные принципы. И именно это приводит нас к вопросу, который беспокоит всех. Как такой лайнер действительно способен сокращать мир? Гиперзвук — это область скоростей, где привычные ощущения человека перестают соответствовать реальности. Когда самолет разгоняется до величин выше 5 махов, расстояние перестает быть фактором, который определяет длительность маршрута. Это уже уровень, на котором континенты становятся ближе, чем когда-то были соседние государства. И в этом контексте Starjet выглядит как инструмент, который способен переписать карту времени, а не карту мира.
Преодоление трансатлантического маршрута занимает часы даже для быстрых пассажирских самолетов. Но при гиперзвуковом режиме эти часы превращаются в отрезки, которые ощущаются почти мгновенно. Такова природа высоких скоростей. Человек едва успевает привыкнуть к полету, как уже нужно готовиться к посадке. Это и создает впечатление, будто физика работает иначе. Но истинное объяснение гораздо интереснее. На таких скоростях сопротивление воздуха изменяется, тело самолета сталкивается с образованием ударных волн, а температура обшивки поднимается до значений, которые уже требуют специальных материалов. Старрет не нарушает законы природы. Он подчиняется им, но делает это с предельной точностью. Каждый дюйм его корпуса рассчитан так, чтобы выдерживать нагрузки, которые обычный самолет просто не пережил бы. Каждое крыло оптимизировано под минимизацию сопротивления. Это не фантазия, а результат постепенного развития технологий, которые раньше были доступны только военным и ракетостроителям. Благодаря этим решениям время становится переменной, которую можно контролировать. И именно здесь появляется главный момент. Чтобы достигать таких скоростей, Starjet должен обладать мощной двигательной установкой, способной разгонять машину до пределов, где воздух становится почти осязаемым препятствием. И именно эта установка превращает лайнер Маска в объект особого внимания. Использование двигателя Raptor в авиационном проекте стало одной из самых обсуждаемых деталей Starjet. Этот двигатель давно зарекомендовал себя в запуске ракет, и его выбор для гиперзвукового лайнера выглядит логичным. Он работает на смеси жидкого метана и кислорода, топливе, которое позволяет снизить экологический след по сравнению с традиционными средствами авиации. Если вы тоже в восторге от того, как Илон Маск собирается разогнать нас до 5 махов, не забудьте подписаться на наш канал, а если хотите, чтобы мы дальше двигались к новым высотам, поддержите нас через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. Помните, даже у Starjet не поднимется скорость без вашей помощи. Но главное не в этом. Raptor дает ту мощность и ту скорость, которые нужны, чтобы использовать аэродинамику почти на пределе ее возможностей. Ракетные технологии сильно отличаются от авиационных. Они рассчитаны на экстремальные условия, где каждое решение должно быть максимально точным. В контексте Starjet двигатель становится сердцем всей концепции. Он обеспечивает разгон до тех значений, где начинается гиперзвук, а затем поддерживает стабильность, чтобы лайнер мог удерживать скорость, не теряя управляемости. Сам по себе переход от традиционных турбореактивных систем к ракетным решениям означает смену парадигмы. Такой подход открывает возможность для высотных полетов, где плотность воздуха значительно ниже, а значит и нагрев корпуса становится более контролируемым. Но вместе с этим растут и требования к материалам, потому что поверхность самолета в таких условиях испытывает чудовищные нагрузки. Сочетание этих факторов и стало причиной того, что многие назвали Starjet невозможным. Но двигатель Raptor — это лишь одно звено в большой цепи инженерных решений. И чтобы оценить его потенциал, нужно посмотреть на то, из чего построен сам самолет и почему он способен выдерживать условия, которые раньше были доступными только для космической техники. Когда самолет переходит в диапазон гиперзвука, он сталкивается с условиями, которые больше напоминают работу корабля при входе в атмосферу, чем обычный авиационный полет. Нагрев корпуса становится критическим. Скорость выше 5 махов буквально заставляет воздух перед носовой частью превращаться в плазму. Именно поэтому инженеры уделяют особое внимание композитам и теплостойким материалам, способным выдерживать подобные нагрузки. Starjet строится на основе современных композитных структур, которые соединяют прочность и легкость. Это необходимо для того, чтобы машина могла выдерживать вибрации, перегрузки и давление на высоте, при этом сохраняя управляемость. Такие материалы уже применяются в космических аппаратах SpaceX, и теперь они стали фундаментом для создания лайнера, который должен выдерживать полет там, где обычная авиация просто перестает существовать. Крылья и корпус оптимизированы для минимизации сопротивления, а их форма рассчитана на точечное распределение тепловой нагрузки. При таких скоростях каждый изгиб влияет на то, как тепло распространяется по поверхности. Ошибка в расчете может привести к разрушению конструкции, поэтому инженеры уделяют особое внимание аэродинамике. Это не попытка обойти законы физики, это попытка использовать их максимально эффективно. Именно такие детали делают Starjet машиной, способной существовать в среде, которую человек долго считал недоступной для пассажирской авиации. Но материалы
это только одна сторона вопроса. Вторая заключается в том, как обеспечить безопасность и комфорт внутри самолета, когда снаружи летит огромная масса, сталкиваясь с воздухом так, как будто пробивает плотный барьер. И это открывает путь к следующему аспекту технологии, который редко обсуждают, но который меняет саму суть гиперзвукового полета. Создать гиперзвуковой лайнер — полдела. Гораздо сложнее сделать так, чтобы человек внутри даже не почувствовал, что летит быстрее пули. В этом и заключается главный вызов Starjet — сочетать экстремальные режимы с уровнем комфорта, который привычен пассажирам обычных авиалайнеров. Инженеры SpaceX подошли к задаче так же, как и к разработке систем для космических кораблей. Внутренние процессы оптимизированы под плавность и предсказуемость, а не под ощущение скорости. Благодаря электронным системам управления лайнер способен реагировать на каждое изменение окружающей среды плавно и незаметно для человека в салоне. На борту работают инновационные навигационные и связные комплексы, которые обеспечивают стабильность полета, даже когда внешние условия становятся крайне нагрузочными. Эти системы анализируют состояние самолета и меняют его параметры в реальном времени, позволяя избегать резких колебаний. Для пассажиров это означает возможность спокойно перемещаться по салону, работать или отдыхать, не подозревая, что снаружи корпус выдерживает давление, которое сравнимо с космическими перегрузками. Инженеры уделяют внимание не только системам управления, но и внутреннему пространству. Даже на гиперзвуке человеку важно чувствовать безопасность. Поэтому в Starjet применяются средства виброизоляции, материалы, поглощающие шум, и архитектура салона, позволяющая уменьшить влияние внешних факторов. Создать внутри ощущение обычного полета – одна из главных задач, ведь без этого проект не сможет стать массовым. Но внешняя среда, с которой сталкивается Starjet, выходит далеко за рамки обычной авиации. И чтобы такой лайнер мог летать там, где это кажется невозможным, необходимо не только удерживать скорость, но и соответствовать ограничивающим нормам и требованиям безопасности. Именно эти требования стали следующей преградой, которую Маску приходится преодолевать, чтобы гиперзвук стал реальностью, а не амбициозной идеей. Даже если технология позволяет летать быстрее звука в 5 и более раз, сделать такие полеты законными – отдельная история. Правила, регулирующие воздушное пространство, создавались под машины, которые действуют в пределах традиционных скоростей. Гиперзвук меняет все. Появляются ударные волны, шумы, новые режимы высоты, и к этому должны адаптироваться все, от аэропортов до международных комитетов по безопасности. Маску пришлось вступить в диалог с регуляторами, чтобы объяснить, какие стандарты необходимо пересмотреть и почему существующие нормы больше не соответствуют возможностям технологий. Один из самых сложных вопросов касается маршрутов. Лететь на гиперзвуке над сушей в большинстве стран запрещено из-за звукового удара, который может вызвать повреждение зданий и нарушить нормальную жизнь людей. Поэтому Starjet должен иметь специальные коридоры, чтобы не переходить звуковой барьер там, где это запрещено. Это ограничивает выбор маршрутов и делает проект зависимым от международных соглашений, которые необходимо менять. Также обсуждаются требования к взлетно-посадочным полосам. Гиперзвуковой лайнер должен использовать инфраструктуру, подходящую для его характеристик. Это касается не только длины полосы, но и пожарных систем, служб контроля, систем мониторинга и возможности обслуживания. Каждая деталь должна быть продумана, иначе риск слишком велик. Таким образом, перед запуском Starjet в эксплуатацию необходимо создать совершенно новые регуляторные стандарты. И только после этого гиперзвуковые перелеты смогут стать доступными. Именно это показывает, что на пути к реализации проекта важны не только инженеры и технологии, но и способность менять правила. А там, где появляются новые правила, неизбежно возникают новые экономические возможности, которые и позволяют оценить масштаб будущих изменений. Гиперзвуковой Starjet — это не просто технологический эксперимент. Это потенциальный рынок, который может изменить экономику авиации. Возможность преодолевать огромные расстояния за время, которое раньше казалось невозможным, открывает новые бизнес-ниши. Деловые поездки превращаются в короткие перемещения, туристические маршруты становятся доступнее, а логистика получает шанс сократить сроки доставки грузов до минимальных значений. Неудивительно, что многие компании уже оценивают перспективу создания целых направлений на базе гиперзвуковых технологий.
Маск прекрасно понимает, что спрос на скорости всегда был высокой ценностью. В современном мире время — это ресурс, который нельзя вернуть. Поэтому предложение самолета, способного сжимать пространство, становится почти безальтернативным решением для тех, кто ценит эффективность. В этом контексте Starjet может привести к появлению нового класса авиаперевозок, где стоимость билета определяется не расстоянием, а скоростью. При этом гиперзвуковая авиамодель предлагает возможности и для грузовых перевозок. Доставка важных компонентов или документов, которые сейчас требуют часов или даже дней, может быть выполнена за считанные минуты. Такая модель работы позволит компаниям планировать операции иначе, создавая более гибкие и быстрые цепочки поставок. Экономический эффект от внедрения Starjet трудно полностью оценить заранее. Но ясно одно — это не локальная инновация, а перспективный шаг для целой отрасли. И именно здесь становится очевидным, что гиперзвук — это не фантазия и не эксперимент, а реальная цель, к которой движется мировая авиация. Но чтобы понять глубину этого движения, важно разобраться, что же лежит в основе гиперзвука как физического явления. Многие ошибочно считают, что гиперзвук — это что-то за гранью возможного, будто самолет буквально нарушает природные законы. Но реальность куда интереснее. Гиперзвук — это режим, в котором воздушный поток изменяет свои свойства так сильно, что привычные схемы расчетов перестают работать. Воздух становится плотнее, температура резко повышается, а обтекание поверхности вызывает образование ударных волн и зон высокого давления. Скорость, выраженная в махах, показывает отношение скорости самолета к скорости звука. Когда самолет разгоняется до 5 махов, он движется в 5 раз быстрее звуковой волны. В таких условиях каждое движение корпуса вызывает процессы, которые требуют точных расчетов. Именно поэтому гиперзвуковые проекты всегда выглядят сложнее любых других. Но при всей сложности они полностью соответствуют законам физики. Никакой мистики, только высокая математика, материалы нового поколения и управляемые тепловые процессы. Для инженеров главная задача — обеспечить стабильность полета при таких нагрузках. Это требует точного знания аэродинамики, понимания движения потоков и расчета температурных полей. В обычной авиации эти вопросы тоже важны, но на гиперзвуке они становятся критическими. Самолет должен сохранять форму, прочность и управляемость, иначе он просто разрушится. Именно поэтому гиперзвук является областью, где ошибки недопустимы. Именно поэтому появление Starjet вызывает столько удивления. Люди видят результат, высочайшую скорость, и воспринимают это как вызов законам природы. Но стоит заглянуть глубже, и становится ясно, это не нарушение физики, а ее точное и красивое применение. И это приводит нас к важному сравнению, которое помогает понять реальный масштаб проекта, к разработкам других компаний, которые уже движутся в том же направлении. Американская компания Hermeus стала одним из главных игроков в гонке гиперзвука после того, как в конце 2019 года объявила о разработке беспилотного аппарата Quarter Horse. Этот дрон представляет собой относительно компактный самолет длиной чуть больше 39 футов и с размахом крыла около 10 футов. Но главное в нем — силовая установка Chimera, которая создана на базе двигателя GE J8521 и способна разгонять аппарат до скорости около 5 махов. Hermeus приняла стратегию итеративной разработки. Она предполагает создание нескольких прототипов, каждый из которых отвечает за отработку определенных узлов и систем. Первый из них, под названием МК-0, был собран в середине 2023 года и предназначался исключительно для наземных испытаний. Они завершились в самом начале 2024 года, подтвердив правильность инженерных решений. Следующий прототип, МК-1, компания собрала всего за 7 месяцев. Этот аппарат уже был способен выполнять полеты на дозвуковых скоростях и использовал двигатель GEJ-85. Управление осуществлялось дистанционно, что позволяло тестировать надежность всех ключевых систем. Компания также раскрыла планы по созданию МК-2, прототипа, который должен получить новый двигатель Pratt & Whitney F100. Его задача — выйти на сверхзвуковые режимы и подготовить почву для первого гиперзвукового полета. Hermeus ожидает поднять этот аппарат в воздух в середине 2025 года, и успех этого испытания станет важным шагом для всей индустрии. Quarter Horse показывает, что гонка за гиперзвук идет не только в SpaceX. Конкуренты не просто пытаются догнать Маска, они создают собственные решения, которые могут стать альтернативой Starjet.
И чем дальше развивается этот рынок, тем заметнее становится, что гиперзвук не одиночный проект, а глобальное движение, которое включает десятки компаний. И среди них есть те, кто когда-то определял саму историю полетов. Когда говорят о машинах, опередивших свою эпоху, первое имя в списке почти всегда одно — легендарный SR-71 Blackbird. Этот самолет создавался в период напряженного политического противостояния, когда разведывательная информация была ценнее любого вооружения. Перед инженерами стояла задача поднять в воздух аппарат, который сможет лететь так быстро и так высоко, что ни один перехватчик и ни одна ракета не смогут его настичь. И результатом стала машина, которая до сих пор остается символом инженерной смелости. Форма SR-71 не случайна. Каждая линия, каждый изгиб фюзеляжа подчинены скорости. Его длинные треугольные крылья с большим углом стреловидности, почти бесхвостая конструкция и уникальная компоновка сделали самолет способным разгоняться выше 3 махов. Это не просто высокая скорость, это уровень, на котором самолет преодолевал границы возможного для традиционной авиации той эпохи. Температура поверхности корпуса в полете поднималась настолько, что панели расширялись и буквально меняли форму. Особенно впечатляет то, что на борту находилось оборудование, предназначенное для работы в самых жестких условиях. Датчики, радары бокового обзора, сложные фотосистемы. Все это делало «Черного дрозда» идеальным инструментом стратегической разведки. Он выполнял полеты там, куда не могли попасть ни спутники, ни другие самолеты. И хотя со временем беспилотные технологии и космическая разведка изменили подход к сбору данных, значение SR-71 остается непревзойденным. Но самое поразительное, за десятилетия службы эта машина не потеряла ни одного экипажа в боевых условиях. Несмотря на невероятные скорости и высоты, несмотря на огромные нагрузки, самолет доказал, что даже такие экстремальные решения могут быть надежными. Именно этот опыт показывает, насколько близко инженерия может подходить к физическим пределам, используя знания, а не нарушая законы природы. И в дальнейшей эволюции авиации появились проекты, которые в чем-то стали наследниками этой философии скорости. Если Blackbird был создан для разведки, то Halcyon создается для пассажиров. Этот проект обещает изменить коммерческую авиацию, разгоняя цивильные полеты до скоростей, которые еще недавно казались фантастическими. Halcyon в перспективе сможет развивать скорость около 4000 миль в час, благодаря чему перелет между Лондоном и Нью-Йорком займет приблизительно 90 минут. Для сравнения, даже самый быстрый реактивный лайнер тратит на этот маршрут несколько часов. Главная идея Halcyon заключается в создании гибридной силовой установки, в которой сочетаются две авиационные технологии. Благодаря этому самолет сможет эффективно работать на разных режимах полета, переходя от взлетных мощностей к сверхзвуковому и гиперзвуковому разгонам. Разработчики считают, что такая система станет ключевой для обеспечения надежности и экономичности. Ожидается, что к концу десятилетия Halcyon обслужит более сотни маршрутов по миру. Его дальность позволит выполнять трансатлантические рейсы без посадок, а способность проходить тысячи морских миль станет важным фактором для авиакомпаний, стремящихся сократить длительность перелетов. Тем не менее, как и другие сверхзвуковые проекты, Halcyon сталкивается с ограничениями по шуму. Полеты над сушей на таких скоростях недопустимы из-за мощного звукового удара, который создается при преодолении звукового барьера. Несмотря на это, потенциал Halcyon огромен. Он может стать тем самым мостом между сегодняшней авиацией и завтрашними гиперзвуковыми технологиями. Но чтобы пройти этот путь, необходимо решить не только вопросы скорости и дальности, но и проблемы шумоподавления, которые уже активно пытаются устранить другие компании. Именно поэтому внимание инженеров всего мира приковано к следующему проекту, который должен доказать, сверхзвук может быть тихим. Компания Lockheed Martin совместно с НАСА завершила работу над экспериментальным самолетом X-59, который создается в рамках программы тихого сверхзвука. Главная цель проекта — доказать, что звуковой удар можно значительно уменьшить. Если это удастся, мировой авиации откроется путь к возвращению сверхзвуковых пассажирских самолетов, которые смогут летать над сушей, не нарушая комфорт проживающих в городах людей. С-59 выглядит необычно благодаря своей вытянутой форме и длинному носовому обтекателю. Это не дизайнерская прихоть, а точное инженерное решение. Длинный фюзеляж помогает распределять ударную волну таким образом, чтобы шум был минимальным.
По сути, самолет растягивает звуковой удар, делая его мягче и тише. Такой подход требует высочайшей точности, ведь изменение формы всего на несколько дюймов может изменить акустику на огромной площади. Длина X-59 составляет около 95 футов, а размах крыльев достигает почти 30 футов. Его высота на земле около 13 футов. Самолет оснащен турбореактивным двигателем General Electric F414 GE100, который позволяет ему достигать крейсерской скорости выше 1 маха. При этом конструкция рассчитана на научные эксперименты, а не на коммерческую эксплуатацию. На борту предусмотрено место для установки оборудования, которое будет фиксировать данные о шуме и аэродинамике. Главное назначение X-59 — провести серию полетов, которые помогут установить новые правила для сверхзвуковой авиации. Если эксперименты покажут, что такие самолеты действительно могут быть тихими, мир получит возможность безопасно использовать их в городских маршрутах. Этот проект уже вдохновляет множество компаний, и некоторые из них решили пойти еще дальше, изменив саму концепцию салона и восприятие полета. Компания Spike Aerospace решила подойти к решению проблемы скорости и комфорта необычным способом. Ее проект Spike S512 представляет собой сверхзвуковой бизнес-джет, который должен развивать крейсерскую скорость около 1,6 маха с возможностью разгона до 1,8 маха. Но главное не это. Главная особенность самолета — полное отсутствие традиционных окон. Отказ от иллюминаторов позволил значительно снизить вес фюзеляжа и увеличить его прочность. Это важно, потому что на сверхзвуке корпус сталкивается с нагрузками, которые намного выше тех, что испытывают обычные самолеты. Без окон конструкция становится более устойчивой, а значит безопасной. Но чтобы пассажиры не чувствовали себя отрезанными от внешнего мира, внутри салона устанавливаются длинные изогнутые дисплеи. Они транслируют изображения с микрокамер, размещенных по корпусу самолета. Таким образом, люди могут видеть окружающее пространство так, будто сидят у обычного окна. Spike Aerospace уже провела успешные испытания уменьшенной модели SX-1.2, которые подтвердили правильность аэродинамических расчетов. Этот успех привлек к проекту внимание аэрокосмических центров по всему миру. Среди партнеров компании Quartus Engineering из США, Siemens из Германии и Aernova из Испании. Поддержка крупных структур говорит о том, что проект рассматривается как перспективный шаг к будущему сверхзвуковой авиации. Полноразмерный бизнес-джет был представлен в начале 2022 года. Разработчики рассчитывают начать коммерческую эксплуатацию ближе к 2028 году. И хотя скорость Spike S512 уступает гиперзвуковым проектам, именно он может стать той машиной, которая постепенно вернет сверхзвук в повседневную жизнь. Но мир ждет и более амбициозных самолетов, и один из них уже привлек внимание крупных авиакомпаний. Компания Boom Supersonic начала разработку сверхзвукового пассажирского самолета Overture в середине 2014 года и с тех пор привлекла сотни миллионов долларов инвестиций. Проект обещает создать эффективный и быстрый лайнер, который сможет перевозить десятки пассажиров на скоростях, значительно превышающих обычные. Overture должен стать новым символом коммерческого сверхзвука, повторив идею Concorde, но с современными технологиями и улучшенной экономичностью. Самолет будет иметь длину около 169 футов с размахом крыла чуть меньше 60 футов. Он сможет перевозить примерно 75 пассажиров, предлагая им скорость выше 1,7 маха. Чтобы ускорить разработку, компания создала уменьшенный экспериментальный самолет XB-1, получивший прозвище Baby Boom. Его длина составляет около 68 футов, а размах крыльев примерно 21 фут. Модель рассчитана на 2 пилотов и способна разгоняться до скорости выше 2 махов. Первое представление XB-1 состоялось в конце 2020 года, а летные испытания начались в 2021. Цель Baby Boom — проверить аэродинамические решения и подтвердить, что выбранные технологии смогут выдерживать реальные нагрузки. Если испытания окажутся успешными, полноразмерный Overture поднимется в воздух в середине 2025 года. Коммерческие рейсы планируются ближе к 2029 году. Этот проект стал символом возвращения интереса к сверхзвуковой авиации.
Он показывает, что современные компании стремятся объединить скорость, эффективность и безопасность, создавая самолеты нового поколения. Но чтобы понять, насколько долгим был путь к этим технологиям, стоит обратиться к истории, где все началось с первого преодоления звукового барьера. В 2031 году в небесах над Тихим океаном разгорелся конфликт, который изменил представление о грузовых перевозках. Гиперзвуковой грузовой самолет Starjet, способный развивать скорость свыше 3000 миль в час, совершил свой первый коммерческий рейс. Это событие потрясло мир логистики. За считанные часы он доставил товары из Лос-Анджелеса в Сидней, что раньше занимало несколько дней, а иногда и недели. Starjet запустил новую эру в грузовых перевозках, сократив время доставки на более чем 80%. Грузовики, контейнеровозы и старые самолеты неожиданно оказались на обочине истории. Вместо того, чтобы простаивать в пробках и ожидать на таможне, грузы теперь мгновенно пересекали океаны. В результате международная торговля получила мощный импульс. Компании, использовавшие эту технологию, начали получать выгоду, о которой ранее могли только мечтать. Проект Starjet начался в 2020 году, когда группа инженеров из разных стран объединилась, чтобы создать самолет, который мог бы летать быстрее, чем звук. Ключевыми элементами конструкции стали новые материалы, способные выдерживать экстремальные температурные нагрузки, и революционные двигатели, использующие комбинированный цикл сжиженного природного газа. Их работа привела к созданию самолета, который не только был быстрым, но и экономичным. В первый полет Starjet отправился с грузом медицинских препаратов, необходимых для борьбы с пандемией. В то время как другие способы доставки страдали от задержек, Starjet успешно выполнил рейс, доставив жизненно важные грузы за рекордные сроки. Этот успех стал важным сигналом для логистических компаний, которые начали активно рассматривать возможность использования гиперзвуковой технологии в своем бизнесе. Вскоре после первого полета Starjet многие страны начали инвестировать в развитие гиперзвуковых транспортных систем. Ученые и инженеры по всему миру работали над созданием новых маршрутов и улучшением инфраструктуры. Некоторые аэропорты начали модернизировать свои взлетно-посадочные полосы, чтобы обеспечить возможность приема гиперзвуковых самолетов. В результате глобальная логистика начала принимать совершенно новый облик. Корпорации, ранее полагавшиеся на морские и наземные перевозки, начали заключать контракты со Starjet, осознавая, что скорость доставки становится решающим фактором на рынке. Гиперзвуковые грузовые рейсы позволили сократить расходы на склады, так как товары стали доступнее и быстрее. Это означало, что компании могли удерживать меньшие запасы, тем самым снижая затраты на хранение. В то время как конкурентоспособность компаний росла, возникали и новые вызовы. Вопросы безопасности, экологии и регулирования гиперзвуковых перевозок стали предметом активных дискуссий. Однако, несмотря на сложности, ритм изменений не замедлялся. Гиперзвуковые грузовые перевозки стали неотъемлемой частью будущего, и каждый новый рейс Starjet приближал людей к возможности мгновенных доставок по всему миру. С момента запуска Starjet интерес к гиперзвуковым грузовым перевозкам становился все более очевидным. В 2032 году стартовал новый этап, когда компания объявила о создании уникальной транспортной сети, охватывающей ключевые мировые торговые маршруты. Инженеры разработали систему управления, способную автоматизировать планирование полетов и распределение грузов на основе анализа большого объема данных. Первые тестовые рейсы новой сети привели к неожиданным результатам. Беспилотные Starjet, оснащенные искусственным интеллектом, смогли не только оперативно реагировать на изменения в погодных условиях, но и предсказывать возможные проблемы на маршруте. Это позволило существенно повысить уровень безопасности. Однако, несмотря на успехи, возникли нарекания со стороны экологов, которые выражали опасения по поводу воздействия гиперзвуковых полетов на атмосферу. Одновременно с этим масштабные инвестиции привели к ускорению разработки новых технологий. Вскоре инженеры Starjet представили новый двигатель, использующий водород как основное топливо. Этот шаг вызвал интерес у экологически ориентированных компаний, стремящихся сократить углеродный след своих операций. Однако внедрение технологии требовало глобальных изменений в инфраструктуре, что стало дополнительным вызовом для индустрии. Разгул конфликтов начался, когда несколько крупных авиационных компаний, не желая уступать рынок Starjet, начали лоббировать ограничения на гиперзвуковые полеты.
Они утверждали, что такие рейсы создают шумовое загрязнение и могут негативно сказаться на здоровье населения. В ответ на это Starjet инициировала независимое исследование, которое показало, что уровень шума от их самолетов находится в пределах допустимых норм. Тем не менее, общественное недовольство начало нарастать, и протесты против гиперзвуковых перевозок становились все более частыми. В это время правительство нескольких стран начало принимать меры. Разработали новые регуляции, требующие от компаний предоставлять детальные отчеты о влиянии на экологию. Starjet оказалась под давлением, и каждая задержка с предоставлением документации могла обернуться финансовыми потерями. Инженеры потратили недели на подготовку отчетов, а акционеры начали беспокоиться о будущем компании. Внутри Starjet запустили экстренную программу по улучшению экологической устойчивости. Одновременно с производством новых двигателей инженеры начали разрабатывать системы утилизации отходов и оптимизации топливопотребления. Это решение вызвало одобрение среди экологов, но также потребовало значительных инвестиций. Параллельно с этим конкуренты устанавливали свои самолеты в ключевых аэропортах, которые ранее сотрудничали только с Starjet. Нарастающее давление со стороны конкурентов и общественности привело к внутреннему расколу в компании. Некоторые топ-менеджеры настаивали на том, что необходимо замедлить темпы расширения, чтобы сосредоточиться на устойчивом развитии. Другие же, напротив, предлагали инвестировать в ускорение разработки новых моделей и расширение международных маршрутов, уверенные в том, что гиперзвуковые перевозки — это будущее и откладывать нельзя. К моменту начала нового тестового полета на обновленной модели Starjet ситуация накалилась до предела. На борту находились журналисты и представители правительства, готовые документировать следующее событие в истории авиации. Напряжение в воздухе было ощутимо, и никто не мог предсказать, каким будет исход этого полета. В момент старта самолет взмыл ввысь, однако не все шло по плану. Внезапно система управления начала выдавать предупреждение о нестабильной работе одного из двигателей. В момент, когда Starjet начал свой тестовый полет, команда инженеров находилась в полной готовности. На Земле оперативно отслеживали изменения в системах, когда один из моторов начал выдавать сигналы об ошибке. Экипаж, состоящий из опытных пилотов и инженеров, немедленно приступил к проверке. Самолет стремительно поднимался, а на Земле возникала напряженная атмосфера. Параллельно с тестовым полетом в офисах Starjet обсуждали его преимущества. Гиперзвуковые перевозки обещали сократить время доставки и снизить затраты на логистику. Ожидали, что грузы смогут перемещаться между континентами всего за несколько часов. Расчеты показали, что гиперзвуковые рейсы снижали затраты на хранение и обработку грузов на 30%. Конкуренты начали использовать ситуацию в своих интересах, запустив рекламные кампании, подчеркивающие риски гиперзвуковых технологий. Страх перед полетами на Starjet возрос, особенно после инцидента с двигателем. Новости о проблемах с управлением вскоре распространились по всему миру, усилив негативный имидж компании. На борту самолета инженеры продолжали анализировать данные. Пилоты, несмотря на неполадки, приняли решение продолжать полет. Каждая секунда была на счету. На Земле инженеры и руководители компании без усталости обсуждали, как минимизировать последствия кризиса. Споры разгорелись. Одни настаивали на немедленном приземлении, другие считали, что лучше продолжать полет, чтобы избежать паники. Ситуация на борту становилась все более напряженной. Один из моторов продолжал выдавать нестабильные показатели, и экипаж принял решение о переключении на резервный двигатель. Это требовало времени. Пилоты быстро справлялись с управлением, а команда на Земле работала над устранением неполадок. На экранах новостных каналов появлялись репортажи о протестах против гиперзвуковых перевозок. Комментаторы задавали вопросы о разумности использования этой технологии, подчеркивая риски и недостатки нового подхода к логистике. Они указывали на необходимость строгих мер безопасности и регулирования. Некоторые компании начали снижать объем заказов у Starjet, опасаясь новых неполадок. Неопределенность с двигателем привела к необходимости мгновенного принятия решения. Экипаж проинформировал команду на Земле о предстоящем риске. Волнение на борту нарастало, однако в воздухе ощущалась уверенность в коллаборации команды. Успех полета мог бы снова привлечь интерес инвесторов и клиентов, но неудача угрожала дальнейшему существованию Starjet. В это время крупная международная корпорация приняла решение об отмене контракта с Starjet. Они больше не могут гарантировать безопасность, звучало в их официальном заявлении.
Эта новость достигла инженерного отдела, и команда осознала, что исход тестового полета имеет решающее значение для судьбы компании. На борту самолета все было на грани. В момент, когда Starjet начался маневр с переключением на резервный двигатель, экипаж осознал, что каждая секунда имеет значение. Пилоты пытались сохранить стабильность курса, управляя самолетом, который колебался в воздухе. На экранах перед ними высветились тревожные знаки, и напряжение в кабине стало почти осязаемым. Инженеры на Земле продолжали анализировать данные, стараясь выявить причину неисправности. Каждый новый сигнал об ошибке знал, что время на исходе. В это время на фоне растущих протестов против гиперзвуковых технологий Starjet готовился к решающему моменту. Команда на Земле приняла решение о проведении открытого тестового полета с участием журналистов, акционеров и представителей правительства. Это должно было продемонстрировать уверенность компании в своих технологиях. Однако теперь, сталкиваясь с техническими проблемами, эта демонстрация оказалась под угрозой. Пилоты, сохраняя хладнокровие, начали действовать. Команда на Земле получила данные о том, что резервный двигатель работает в пределах допустимых норм, и сформулировала план, как минимизировать риски. Пилоты сообщили о готовности к изменению курса и продолжению полета, несмотря на нестабильную работу одного из моторов. Они знали, что успешный рейс может спасти репутацию компании, тогда как неудача будет иметь катастрофические последствия. Самолет пронзил облака, а на борту началось бурное обсуждение. Пилоты и инженеры обменивались информацией и согласовывали действия. На Земле параллельно готовили экстренные меры на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Команда Starjet понимала, что этот тестовый полет может стать последним шансом вернуть доверие клиентов. Внезапно один из инженеров на Земле заметил аномалию в показателях. Данные о работе двигателя указывали на то, что проблема могла быть вызвана не техническим сбоем, а ошибкой в системе управления. Это открытие взбудоражило команду, и они немедленно передали информацию пилотам. В кабине пилотов проскользнула искра надежды. Если проблема была программного характера, ее можно было устранить. Пилоты начали поэтапно перезагружать систему управления, сдерживая напряжение. На борту возникла тишина, пока они выполняли необходимые действия. Время тянулось, и каждый момент казался вечностью. В это время новостные каналы вещали о полете Starjet, подчеркивая риск и неопределенность, и тезис о том, что успешный тест может изменить правила игры в логистике, стал основным акцентом в репортажах. Наконец, после напряженной перезагрузки системы двигатели ожили и показатели стабилизировались. Пилоты обменялись взглядами, в их глазах светилась решимость. Самолет вновь набрал высоту, и команда на Земле вздохнула с облегчением. Это было не просто техническое преодоление, это был шанс на спасение компании и всего проекта. Тем не менее, не все закончено. В то время как Starjet успешно продолжал полет, новости о протестах и отменах контрактов продолжали приходить. Безусловно, успешный тест был важным, но теперь команде предстояло разработать стратегию по восстановлению репутации и возвращению доверия клиентов. Они понимали, что впереди не только полеты, но и долгий путь к восстановлению имиджа и построению будущего гиперзвуковых грузовых перевозок. После успешного завершения тестового полета Starjet команда вздохнула с облегчением. Международные новостные агентства начали публиковать сообщения о том, что самолет успешно справился с техническими проблемами, и это стало первым шагом к восстановлению доверия клиентов. Однако впереди стояли новые вызовы. Инженеры и менеджеры компании понимали, что необходимо не только улучшить технологии, но и изменить отношение к гиперзвуковым перевозкам в обществе. В течение следующих месяцев Starjet начала активные работы по улучшению системы управления, устраняя выявленные программные ошибки. Команда разработчиков интегрировала новые алгоритмы, которые позволили повысить уровень безопасности и надежности полетов. Эти меры, наряду с новыми тестами и демонстрациями, способствовали восстановлению репутации компании. Инвесторы начали возвращаться, и новые контракты стали поступать с разных уголков мира. Тем временем конкуренты не сидели сложа руки. Они также начали модернизировать свои технологии, но Starjet, благодаря ранним инвестициям в гиперзвуковую отрасль, уже находилась на шаг впереди. Гиперзвуковые рейсы открыли новые возможности для международной торговли, позволяя компаниям оперативно реагировать на изменения в спросе и предлагать клиентам мгновенные доставки. Это стало решающим фактором для многих бизнесов, которые искали способы оптимизировать свои логистические цепочки.
В результате, в 2034 году Starjet объявила о запуске новой серии маршрутов, которые охватывали ключевые торговые точки по всему миру. Ожидалось, что это значительно сократит время доставки и снизит затраты на логистику. Завершение проекта стало триумфом не только для компании, но и для всей индустрии грузовых перевозок. Гиперзвуковые технологии начали внедряться в разные сферы бизнеса, от доставки медицинских препаратов до поставок высокотехнологичного оборудования. Однако на горизонте поднимались и новые вопросы. Обсуждения об экологических последствиях гиперзвуковых полетов становились все более актуальными. Starjet, осознавая ответственность за будущее, запустила инициативу по исследованию устойчивых видов топлива и уменьшению углеродного следа. Это решение было воспринято позитивно и стало основой для нового имиджа компании как инноватора, заботящегося о планете. С течением времени гиперзвуковые перевозки стали нормой. И пока гиперзвуковые рейсы становятся нормой, не забывайте, что и наш канал нуждается в вашей поддержке, чтобы летать еще быстрее и дальше. Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь и оставьте свою лепту, ведь даже самые мощные технологии не могут взлететь без топлива. Ссылочка в описании или QR-код на экране, и мы продолжим удивлять вас новыми находками. Клиенты меняли свои ожидания, и теперь мгновенные доставки воспринимались как стандарт. Starjet сумела не только ответить на вызовы, но и сформировать новую парадигму в логистике. Успех компании стал ярким примером того, как инновации могут изменить весь рынок и привести к прогрессу. В конце концов, Starjet не просто выжила в условиях кризиса, но и преобразовала свою отрасль, указывая путь другим. Это было не только достижение в области технологий, но и урок о важности адаптации и ответственности. Новый мир гиперзвуковых перевозок открыл возможности, которые еще недавно казались недостижимыми. В результате будущие поколения компаний будут вдохновляться этой историей, продолжая стремиться к технологиям, которые изменят наш мир.